Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Лев на канале Астро Эспирационе. Второй прогноз сентябрь 2026. Зеркало перемен. Вот давайте мы с вами и заглянем в это зазеркалье. Мы можем сентябрь условно разделить на два периода. До 11 сентября планета Венера, как мы знаем, планета малого счастья. Это все то, что отвечает за наше благополучие. Это и любовь, это и нежность, это и финансы, мои дорогие, благополучие. Вот все то, что мы подразумеваем под этим словом. Так вот, Венера у нас находится в гармоничном знаке Весы. И это добрая энергия, это больше гармонии и где-то способность к компромиссу. Но после 11-го Венера перейдет в знак зодиака Скорпион. И сентябрьская Венера в Скорпионе – это другие энергии. Здесь не о том, чтобы сгладить углы, а здесь будет важна глубина. Причем глубина в чувствах. Глубина, которая может олицетворять страсть. И, кстати, не исключены для кого-то из вас внезапные, роковые знакомства, роковая любовь, как мы говорим. Когда мы, может быть, с первого взгляда, видя человека, окунаемся в омут очень сильной привязанности. Будьте внимательны. Но и тема контроля. Поэтому здесь вторая половина месяца может для нас где-то побудительным желанием таким выступать, когда мы хотим прояснить какой-то вопрос. И нам подсказывают планетарные транзиты, все то, что будет происходить во второй половине сентября, это еще не окончательно. Это лишь зеркало событий, которые пока формируются, прежде чем Венера в начале октября, через месяц, сделает ретро-реверанс. И это продлится до середины ноября. То есть мы знаем с вами, что ретро – это всегда с приставкой «пере». Передумать, переделать, передоговориться или переподписать, может быть и так. И это не только будет касаться Венеры. В течение осени до конца года, мои дорогие, даже с заходом, если мы говорим о ретро-уране, это ретро-движение Урана продлится заходом на 2027 до 8 февраля. Поэтому сентябрь месяц, именно как зазеркалье, может нам приоткрыть завесу тех событий, в которых будут разворачиваться наши предпочтения или все то, что мы понимаем под словом благополучие. Вот давайте с вами и узнаем, достанем несколько карт, что же скрывает зазеркалье. Так вот, что скрывает сентябрь? Что произойдет в первой половине месяца? Это то, что до 11 сентября. Что откроется, какая правда? Вот связующее звено между двумя частями, половинами месяца, да, может быть, это произойдет какое-то внезапное, действительно, либо событие, либо вы получите новость. Может быть, это как внезапное откровение в виде инсайта, что может проясниться, по сути дела. И достанем еще одну карту, которая будет свидетельствовать, так а что же будет продолжаться, с чем будет связана именно вторая половина сентября. И нам говорят, это еще не конец. То есть это только прелюдия. Далее пойдем. В чем ваша фортуна? Давайте узнаем. Это то, что вам удается легче, или то, что мы говорим, ну, где-то нам подфартило, да? Это такие стечения обстоятельств, которые, не исключаю, могут у вас произойти. Поэтому вот давайте узнаем. Может быть, даже на это обратить внимание, потому что если это не требует приложение особых усилий, или даже если требует, предположим, да, какая-то тема не была решена, а кто знает, может быть, именно вот в этой теме у вас сейчас прогресс и наметится. И коль Венера, личная жизнь, любовь, какие энергии вас ожидают, мои дорогие, любимые львы. И, конечно же, финансы, причем, если мы говорим о Венере в Скорпионе, то это больше как чужие могут быть финансы. Это могут быть деньги партнера, или деньги, которые связаны, допустим, кредиты, может быть, и долги. Тут мы все разные. Перекладывайте на себя, берите от нашего расклада лишь то, что откликается в вашей душе. Может быть, совместные какие-то проекты или деньги, мы сказали, партнера, и это будет касаться вопросов тоже личной жизни. Ну, давайте будем узнавать. Итак, что же скрывает сентябрь? С чего начинается месяц? И что произойдет в первой половине. Семерка чаш. Мы всегда говорим, ну, условно, глаза разбежались. Да, именно почему?
А потому что выбор. Либо выбор сложный. Сама по себе карта несет очень добрые энергии, потому что она что-то вдохновляет. Очень соответствует Венере в весах. Это и легкость наша на подъем, это желание в чем-то участвовать, безусловно, это само по себе вдохновение, но мы пока не можем определиться, карта прокрастинации, сложно сделать выбор. Вот интересно, а что это такое? С чем это будет связано для львов? А вот смотрите, первая половина сентября, совершенно противоположная энергия. Ну что выпало, то выпало, ведь это карта искаженного восприятия. Это карта того, что нет. И карты нам подсказывают, что эмоциональный период, хотя, казалось бы, Венера в весах, мы говорим о гармонии. Но, видимо, где-то эмоциональный фон, ну, так слегка может штормить. Потому что от воодушевления к каким-то сомнениям. Хорошо, с чем это связано? Победа? У вас победа на кону, мои дорогие. У вас возможности. По этой карте помощь высших сил. По этой карте стечение обстоятельств действительно удачное. Тоже я этого не исключаю. Причем стечение обстоятельств не то, что мы сидим на одном месте, да, и вдруг вот нам как на блюде сама судьба преподносит какой-то подарок. Я этого тоже не исключаю, потому что на нас оказывает влияние события извне раз, и то, что происходит в жизни, в судьбе людей, которые принадлежат к нашему окружению. У людей что-то меняется, это тоже каким-то образом оказывает влияние на нас. Но все же эта карта более конкретная. Это карта финансового успеха, мои дорогие. Поэтому на кону, может быть, мы говорим, первая половина сентября приносит новые формы сотрудничества, новые формы заработка. Для кого-то из вас вопросы построения карьеры, но, видимо, определиться будет не так просто. Как с одной стороны нам это может нравиться, безусловно. Вот обратите внимание на первую карту. Молодой человек как будто даже растерялся, задумался. Эх, какую же чашу выбрать, правда? А нам говорят, будь внимателен. Вот здесь змея изображена, которая выползает из-под одной из чаш. Поэтому мы, ну, вот стоим на грани выбора какого-то важного. И здесь нельзя замечтаться. Причем два вида эмоций или два типа, как и восторженность, так самокопание или какая-то ненужная философия глубокая на мелком месте. Это все мешает. Нам говорят, тебе вот больше практичный ум или какие-то практические, может быть, вопросы, которые касаются у кого-то именно заработков или решения вопроса денег, они здесь и должны тоже решаться не с позиции где-то чего мы хотим или не хотим. А здесь нужно увидеть, безусловно, какую-то реальность. Как только мы увидим, нам как будто высшие силы помогают. По крайней мере, мои дорогие любимые львы, финансовую проблему вы тут явно можете решить, если таковая имеется. Причем две эти карты говорят, тебе нужно воспользоваться этим моментом. Явно он будет у вас до 11 сентября железно. И самое главное, опять же, две карты говорят, это не будет длиться долго. Вот эту победу финансовую мы как будто не просто можем взять, а нам придется ее еще и сохранять. Но, безусловно, для вас это очень гармоничный период времени. До 11 сентября вам действительно Венера в весах помогает, может быть, даже установить нужные контакты. Безусловно, по этой карте мы можем провести важные диалоги с людьми, с которыми вообще, в принципе, мы не хотим разговаривать. Я должна сказать, да, здесь будет как-то это легче сделать. Или наоборот, может быть, мы и хотим, человек прежде не хотел, или как-то не складывались у нас события, отношения. Знаете, это вот как не было какой-то оказии. Вот здесь Его Величество случай вам может тоже помочь провести важный диалог. Поэтому не откладывайте, и вот к чему я все веду. Вам здесь важно что-то не отложить на потом, а именно подойти к решению некоторых вопросов, если, пусть это конкретный человек, или эта ситуация связана с работой, но подойти именно с практичных каких-то позиций. Вам ясность нужно будет словно внести в том, что запутано. И при этом понимать, это еще тоже не конец, первая половина сентября. Ни разу не говорит о том, что мы успокаиваемся. Но эта карта и не говорит о том, что мы тревожимся. Все-таки аркан Луна призывает, знаете как,
не путать интуицию вот именно с каким-то глубоким размышлением, может быть, да, когда мы погружаемся на эту глубину и можем, рискуем, по крайней мере, там застрять. Эмоции, отдел вам придется разделять. И знаете, еще карта дает старшего аркана подсказку. Ведь когда выпадает аркан Луна, избегайте толпы. Избегайте, когда, и значит, такие ситуации у вас могут сложиться. К примеру, по работе. Вы люди видные, и у вас сейчас очень, ну, я бы сказала, шикарный период именно на работу, на достижения. Поэтому, ну, есть такой момент. Могут использовать, да, вот именно другую фразу как-то я не подобрала, надеюсь, вы понимаете мой сленг. Но почему бы нет, да, даже находясь на работе или решая какие-то финансовые вопросы, может быть, люди видят ваши приоритеты, видят ваши способности к дипломатии, а всегда это карта дипломатии, и вас могут так, словно в топку какую-то толкнуть конфликта. Вот, кстати, я такого не исключаю, причем вы этого не видите, аркан Луна. Я все-таки, тут не только добрые, да, энергии, любая карта имеет плюсы и минусы, но мы смотрим с вами расклад, чтобы где-то просчитать вот это зазеркалье, каким образом, даже если мы имеем воодушевление, да, мы беремся за какое-то дело, а каким образом потом это откликнется, отзовется. Поэтому все-таки карты предупреждают: лев, ты не участвуй в том, что кому-то интересно, а тебе это может быть подано как твой интерес, да, значит, где-то рационализм, практика вам помогает отделить зерна от плевел. Потому что когда Луна, мы не примыкаем к какому-то лагерю, мы не поддерживаем, кроме самих себя, да, но при этом мы остаемся дипломатами. Мы не выносим пока еще вердиктов. Будьте внимательны. Хочется, тем не менее, мне достать дополнительную карту. Так что же скрыто? Что скрыто в первой половине сентября? Чего вы не видите? У кого-то ситуация может быть связана с любовью, с личной жизнью, король кубков. Иногда эта карта говорит именно о близких. Здесь очень добрая, приятная энергия у кого-то из вас. Это может быть и предложение, а ведь и правда, мои дорогие львы, у кого-то это может быть встреча для тех, кто один или одна. Случайное знакомство. А пусть это даже знакомство не случайное, я не исключаю, что какой-то человек, который вам уже знаком, им, может быть, были конфликты. Или, может быть, это было знакомство, которое, ну, как дальше встреч не пошло. Здесь может быть продолжение, будьте готовы и к этому. Все-таки король кубков у вас выпадает с рыцарем кубков, поэтому предложение, аркан умеренности подтверждает, у кого-то из вас все то, что я говорила по первым картам, 4, с учетом вот этих 3, здесь может быть конкретный человек, который проявляется именно в вашу сторону, проявляется именно своей активностью, через чувства, я бы сказала. А рядом аркан умеренности нам говорит о том, что, и, кстати, рыцарь кубков тоже говорит, что это пока только момент. Для вас складывается эмоционально все-таки более приятная атмосфера до 11 сентября. Здесь могут быть подарки, здесь может быть, ну, даже участие человека, я не исключаю, в решении ваших финансовых вопросов. У кого-то это тоже может проиграться, но это не будет продолжаться вечно. Аркан умеренности что-то ставит на паузу, что-то притормаживает. А аркан рыцаря кубков говорит, что да, моментом ты, лев, вдохновись. Но сказать, что это будет продолжаться долго, пока нет. Здесь будут, ну, какие-то нюансы, о которых ты будешь узнавать после. Вот давайте с вами и откроем следующую карту. Так а что же откроется? А еще какая-то, знаете, как точка невозврата не пройдена. Еще как не поставлена, может быть, или не прояснена какая-то ситуация. Она еще будет, возможно, у вас, ну, как-то концентрироваться, да, может быть, по событиям, по новостям. Возможно, это старший аркан, когда вы узнаете о событиях, которые происходят в жизни конкретного человека. Но мы сейчас достанем дополнительные карты. Все-таки карта «Страшный суд» — это всегда как граница какая-то между прошлым и будущим. Но это то, что откроется. Возможно, на границе
где-то 11, 12, 13, ну плюс-минус, или середина месяца. Может быть, это те события, которые постепенно, как по нарастающей будут приходить. То есть да, карта говорит, не оглядывайся назад, тебе отсюда полный вперед, карта избавления от боли, избавления от страданий. Но это пока не тот период, который мы можем просчитать. Старший аркан не проигрывается на короткий период, который мы с вами загадали, задумали. Но здесь у вас, мои дорогие львы, все-таки финансовая карта. Я бы сказала, вот все то, что касается практики, финансов, или если мы говорим о Венере, решение вопросов, связанных с благополучием и финансовыми документами. Может быть, это как согласие какое-то ваше, да, подписание, пересмотр контактов по работе, хотя я не исключаю, здесь могут быть контракты и, может быть, и брачные контракты. Здесь какие-то союзы или как минимум один союз может стать побудительным мотивом для этого союза, взаимный интерес по части финансов. Так а что же откроется? И у кого-то из вас может открыться, по какой причине состоялся прежде конфликт. Явно был конфликт из-за финансов, мои дорогие. Да, 2 пятерки. Вы знаете, здесь может быть и по-другому. Вы узнаете о человеке какую-то правду. Давайте так вот в целом. Я не исключаю, что для кого-то из вас эта ситуация может касаться работы. Когда вы узнаете какую-то правду. Для вас нет минуса в деньгах, нет. Но тут все же либо будет какой-то разговор, который, ну, не очень приятен. Причем тема не нова, явно она была и прежде. Либо поведение конкретной персоны, которая, почему говорят карты, ты пока не настраивайся, чтобы потом не расстраиваться, потому что тебе какая-то персона конкретно может как, ну, показать другую сторону своего характера. Но тем не менее, вот именно теперь у вас как отношения с конкретным человеком, они, скорее всего, будут проясняться. Человек может находиться в какой-то очень непростой ситуации, все-таки я тут вижу так. Может быть, это даже связано, к примеру, конкретная персона на работу, да, вот я такое не исключаю, потому что денежные у нас карты все-таки выпадают. И, видимо, мы все разные. У кого-то это будет связано, может быть, и с личной жизнью, а у кого-то это может быть все-таки рабочая ситуация. К примеру, даже руководитель. Руководители тоже люди. Может быть, у руководителя какой-то сложный период, вы о нем не знали. Ну, к примеру, на него, да, как руководство вашего руководства давит на конкретного представителя, да, который, ну, несколько выше, чем вы, стоит по этой вертикальной лестнице власти. И он может быть где-то расстроенным, или вы этого не знаете, а человек может вам казаться несносным. Вот почему-то мне хочется сказать это слово. Вы можете его расценивать как словно усталость, он вам приносит какие-то деструктивные энергии. И вы знаете, тут действительно изменения в судьбах людей оказывают на вас влияние. Но, мои дорогие любимые львы, тут есть какой-то человек, который даже несмотря, может быть, у него сложный период в жизни сейчас идет, но вам как будто придется продолжать такие взаимоотношения. Почему нам карты рассказывают именно на сентябрь? Я бы сказала о конкретной персоне, которая, ну так, психологически, как мы говорим, достал, да, человек вот где-то так. Или какая-то история, которая для вас, опять же, не нова, а проявление может быть все-таки, давайте скажем, по эмоциональному фону в сентябре месяце каждого из нас может штормить. И каждый этот период проживает по-своему. Кто-то действительно становится несносным, а кто-то умеет держать при себе эмоции, держать марку, правда? И вот вы можете оказаться в центре вот каких-то таких подобных заварушек, хочется сказать, когда это не касается лично вас напрямую, но почему-то лев может быть в центре внимания. И тут самое главное не попасть
да, как мы говорим, под раздачу. Надеюсь, опять же, понимаете мой сленг. Или не оказаться в эпицентре. Может быть, поэтому нам карта Луна и говорит, тут нужно заниматься своими делами и при этом где-то все время с оглядкой. Понимая, что, возможно, период эмоциональный, где-то нужно быть снисходительным к некоторым персонам. Но почему я так подробно говорю? Потому что последняя карта, которую мы достали, да, что откроется, я могу предположить, вот если вы выдержите этот период, вам какой-то человек будет очень благодарен. Вы можете вот таким непростым способом, ну, как укрепить какую-то дружбу. Причем не исключая, что это будет даже какая-то персона влиятельная. Я не исключаю, просто это будет нужный вам человек. Или это тот человек, который вам дорог по личной жизни. Будьте готовы к тому, что судьбы людей меняются. И вы именно только принимаете, ну, участие, да, и к вам могут обращаться за советом. Вам могут плакаться в жилетку, будьте готовы. И именно те люди, вы-то от них, ну, как бы какую-то зависимость или какой-то свой интерес тоже имеете. И здесь будут открываться новые сведения о судьбах людей. Причем для вас может раскрыться как природа какого-то конфликта, почему произошло именно так. Будьте готовы, что вам как судьба приоткроет такие тайны зазеркалья или такие тайны о конкретных людях, которые, возможно, вас очень удивят. Но это не должно быть как препятствием к продолжению какого-то диалога или контакта. Очень интересно и совершенно неожиданно. Мои дорогие любимые львы, буду благодарна вашим комментариям. Правда, что это такое? Может быть, в конце сентября найдите минутку, черкните, да, напишите, что же, как у вас проигрался именно сентябрь месяц. Итак, а что же будет продолжено? И то, что будет продолжено на далекий период. Пятерка чаш. А что будет продолжено? Вы еще какие-то выводы будете делать. По пятерке чаш нам еще предстоит, как вот, да, эта девушка вот так лениво протянула ножку и переворачивает вот эту чашу, которая негативных эмоций полна. Она просто лениво, спокойно переворачивает, как будто вверх дном, да, и сейчас вот все то, что нас расстраивало, скроется в этом омуте. Самое дорогое рядом с ней. Я говорю по пятерке чаш, часто над разбитой чашкой не рыдают, а выбрасывают осколки и моют пол. Поэтому у вас будет какая-то ситуация, вторая половина сентября, когда вам будет казаться, что все закончено. Или какая-то история конкретная, ну, может быть, наполнена такими очень сильными эмоциями. Правда, вот вы собрали, ну, по крайней мере, я достала, да, но каким-то образом так случилось, что выпадают пятерки. Пятерки – это всегда недостаток. Причем больше эмоциональные карты. И у нас пятерка кубков в двух разных колодах. И это всегда все то, что, ну, нас разочаровывает. Или нам не нравится, почему-то так. Давайте мы все-таки с вами узнаем, так а что же будет продолжено? Может быть, как раз у вас это прояснится во второй половине сентября. Да, вы тут получите какую-то новость. И это известие потребует от вас, ну, как немедленного включения в какой-то вопрос. Вы можете столкнуться с тем, что вам будет что-то предложено, я это тоже не исключаю. Кстати, вторая половина сентября. К вам может прийти человек мириться, если прежде был конфликт. И если прежде, может быть, это где-то совпадает с первой половиной сентября, я такое тоже допускаю, тогда здесь будет как возврат, опять же, старший аркан. А восьмерку жезлов иногда я называю как добрая трансформация. Даже если проходит какой-то конфликт, ваша личная история или это история, которая связана с коллегами, может быть и так, как я говорила, или это руководитель какого-то звена, да, но даже если конфликт сложился, тогда, мои дорогие любимые львы, вы этому не виной. Тут именно в судьбах людей происходят какие-то изменения, трансформация, и у них могут быть вот такие сложные эмоции, которые сложно сдержать, но почему-то именно лев может оказаться, как я говорила, в эпицентре. Или, скорее,
к вам человек обращается за поддержкой. Вы можете кому-то сказать и нет, кстати, я такое не исключаю. Не исключаю, что поначалу у человека могут быть какие-то обиды, но вторая половина месяца возвращает вам историю взаимоотношений, которые именно шли вот с такими энергиями, которые я писала по 5 чаш. И причем вы можете оказаться уже, знаете, как на выборе. Вы в чем-то словно поставили точку, устав от, такой эмоциональной лихорадки, а у человека все только начинается как с нового, это знаете, как лист собственной жизни, перевернуть и начать писать новую повесть. Поэтому точно возврат какого-то человека, конкретной персоны, все-таки я тут больше вижу, безусловно, личная жизнь. Может быть, нам говорят, что это не только личная история, а если мы говорим о Венере, разная Венера. И первая половина месяца, вот эта легкость, да, к общению, способность к диалогу, Венера в весах, то вторая половина месяца – это Венера в Скорпионе, и это именно желание докопаться до сути. Здесь не нужны фальшивые обещания, здесь не нужны вот эти бабочки в животе или игривые отношения. Венера в Скорпионе не нуждается в дежурных комплиментах, поэтому это все не имеет никакого значения, а именно глубина, мои дорогие. Поэтому у кого-то история вашей личной жизни, история любви, история взаимоотношений тоже проходит проверку. Причем, смотрите, основные темы по Венере в Скорпионе. Это страх быть отвергнутым, могут быть такие эмоции. То есть это, некоторый процесс, который происходит в глубине нашей души, мы об этом никому не скажем. Тема контроля. Венера в Скорпионе всегда хочет что-то проконтролировать. И тема ревности. И эти темы могут быть как и с вашей стороны. Ревность, контроль или страх, вот этот внутренний, да, сомнение. Но точно так же. Это могут быть побудительные мотивы к тому, чтобы человек устраивает какое-то копание в ваших отношениях, да, по-другому не скажешь. Или пытается, может быть, докопаться до этой сути. И вот смотрите, вторая половина месяца. Любовь, согласие, искренность. Именно глубина проходит по этой карте, потому что это не поверхностное. Здесь те отношения, которые понятны двоим без слов. Когда с полувзгляда люди понимают, и у вас выпадает аркан влюбленная. Но ведь я для кого-то действительно не исключаю. Вполне вероятно, во второй половине сентября, для тех, кто один или одна, конечно, не для всех, но вам может совершенно неожиданно, с учетом вот этих 3 карт, словно мы по 5 чаш, вот так, расстроившись, уже махнув рукой на что-то, сидим, что у нас в нашей жизни что-то не складывается. И наступает момент X или точка невозврата. Невозврата к чему-то, как к прежней эмоции, потому что мы встречаем какого-то очень важного человека. И роковая любовь, такое я не исключаю, которая, опять же, это еще не конец, потому как у нас еще, нам предстоит до конца года пройти как минимум 6 планетарных ретроградностей, и, может быть, шаг за шагом эти отношения будут проясняться. Но это такое, может быть, очень глубокое чувство, как и страсти, так и, где-то взаимопонимание без слов. Те отношения, которые невозможно разорвать. Поэтому будьте к этому готовы, мои дорогие. Ладно, давайте будем узнавать, а в чем же ваша фортуна, в чем вам везет. Действительно, в деньгах вам все-таки везет. И еще одна карта, мы видим, которая у вас повторяется в 2 колодах. Вот представьте 2 колоды, немалые, сколько карт. А именно так я достаю, и когда повтор идет карт. Есть, как и сомнения, мы говорили по 5 кубков, или как разочарование в чем-то, или это, знаете, в какой-то момент, в какой-то миг, те эмоции, которые нас где-то все-таки накрывают или нас даже останавливают от чего-то. Но точно так же, в чем вы удачливы конкретно, финансы, работа или решить какую-то ситуацию по финансам. Может быть, вопросы с банками, может быть, для кого-то из вас, как заключить какой-то контракт, договоренности, или перезаключить, или вы будете что-то еще продолжать пересматривать,
на последующий период до конца года, но тогда сентябрь именно для вас открывает новые пути дорожки для хороших заработков, дополнительного дохода или, может быть, пассивного дохода. Мы тут все разные. На финансы все-таки очень добрая карта, вам в этом везет. Не упустите его величество случая. Перемены по финансам идут, мои дорогие. Карта успеха, карта колесница. Я не исключаю, что для кого-то из вас это будет еще и связано с необходимостью дороги. Может быть, это дорога как смена графика, или дорога, когда в новый офис, к примеру, да, может быть, не смена работы, а ну, так складывается ваша карьера, к примеру, да, или офис куда-то переезжает, ну, у кого-то это может быть связано с получением новой должности, или когда вы рассматриваете для себя совершенно новую уже какую-то организацию. Я не исключаю, что для кого-то из вас, кто искал, к примеру, работу, вы ее можете найти. Или это будет то место работы, когда вам, ну, либо это обязанности будут для вас несколько неожиданные, или вам могут что-то неожиданно, как предложить, в чем-то участвовать. Карта говорит, ты тут соглашайся, по крайней мере, вердикт все равно не выноси, но и будь осторожен, оставляй себе лев, как будто запасной аэродром. Возможность, да, вовремя что-то переиграть, аркан Луна, вовремя отступить, как будто ретироваться. Хочется добавить такую поговорку, может быть, она не самая дипломатичная, но, говорят, вовремя смыться не значит испугаться. Кто знает, да? Ну, иногда нам что-то обещают, давайте будем реалистами. Потом проходит какое-то время, мы понимаем, что, ну нет, уже тут несколько отличается от обещанного. Поэтому, когда есть запасной аэродром, тогда всегда мы чувствуем себя надежней. Но карта ведь говорит, что все-таки назад мы не пойдем, да? А шестерка говорит о дипломатии. Дипломатия значит уже как и один вариант, так и второй мы можем рассматривать, да? То есть договоренности с конкретным человеком, принимать, может быть, на какой-то процент чужое мнение, чужую сторону или чужие возможности, и при этом не забывать о своих. Вот такие вибрирующие энергии, и, кстати, по аркану колесницы также. Но нельзя именно что-то упустить, потому что именно ваш успех. Мы спросили, в чем ваш успех, и карта успеха выпадает. Иногда эта карта может свидетельствовать решение вопросов, может быть, связанных с вашим автомобилем. Редко этот аркан проигрывается, но вполне вероятно, здесь для кого это актуально, может проиграться. Или ваша мобильность. У кого-то смена, да, автомобиля, или у кого-то учеба, мои дорогие, такое тоже не исключаю, пойти учиться и получить права. Вот в этом тоже вам во всем везет. Чем более лев легок на подъем, чем более лев способен рассмотреть какие-то новые варианты, больше контактов, вам это каким-то образом помогает. Но пока еще окончательные вердикты мы как не выносим, и окончательное решение пока не в сентябре. Личная жизнь, каковы энергии, давайте узнаем на сентябрь. Ого, король мечей. Я не исключаю, что это могут быть и ваши собственные энергии, когда больше рационализма, может быть, так складываются именно обстоятельства. Король мечей — это может быть и человек, который рожден под знаком зодиака стихии у воздуха, близнецы, весы, водолеи, или имеет там асцендент, не все знают. Но иногда это то, что мы называем наши бывшие. Может быть, есть какие-то контакты, да, и с учетом всех планетарных транзитов могут возвращаться бывшие. Более того, это еще не конец. Ждите ретро-Венера. У нас будет с 3 октября до середины ноября. Поэтому может быть какая-то история, а у кого-то это необходимо, именно возврат бывших, для того, чтобы решить документальные темы или решить что-то по имуществу, по жилью, по финансам. Опять же, вам тогда все равно что-то вот помогает. Ну, давайте узнаем. А при чем тут тогда любовь? Может быть, у вас Венера в Скорпионе будет такая более прагматичная, мои дорогие. Здесь вы можете вернуться назад, чтобы правильно закончить. Я не исключаю. Для кого-то из вас может быть возврат человека. Я вот, кстати, этого тоже не исключаю. Но вам каким-то образом это может помогать. Вы можете встретиться с каким-то человеком тоже неожиданно на личную жизнь. И у вас, знаете как? Смотрите, аркан повешенный и 13-й аркан. У вас какая-то надолго зависшая тема по личной жизни.
которая все никак, ну вот, до точки невозврата не доходила. Оставались все время некоторые пункты, в которых не было ясности, мои дорогие. И вот шаг за шагом вы будете прояснять какую-то прежнюю историю. Причем вполне вероятно, я допускаю, что вы можете быть не вместе с этим человеком. Или история ваших взаимоотношений, ну у кого имеется, да, она может быть связана с тем, что у человека, которого вы когда-то знали, происходят действительно трансформационные перемены. И каким-то образом вы можете оказаться участником. Что это для вас? Для вас каковы энергии на личную жизнь? Карта императрицы. Лев в центре внимания, это точно. И если для кого-то минус, мои дорогие любимые львы, то для вас плюс. Да, карта императрицы, надейся сам на себя, лев, безусловно. Даже в каких-то сложных энергиях или со сложными людьми вы все равно победители. Или вы можете для себя, есть какой-то компонент даже в сложных беседах, когда для кого-то минусов больше или для кого-то сложная ситуация, но почему-то для вас эта ситуация каким-то образом, она, может быть, так вот именно сходятся ваши пути дорожки с каким-то человеком, когда в вашей жизни должно наступить больше ясности. По аркану императрица здесь могут быть решения вопросов, которые надолго зависли, почему-то тут и личная жизнь может быть больше с позиции вот какой-то прежней истории, мои дорогие, и вашего напрямую благополучия. Вы можете стать перед выбором, потому что либо человек вас может пытаться перед этим выбором поставить, либо вы будете рассматривать для себя вопросы некоторой целесообразности. Нужно этим заниматься, нужно в этом участвовать или нет. Решение принимаете вы. Здесь какой-то человек, который слабее вас, мои дорогие любимые львы. Вот теперь я вижу, почему нам говорят, да, две карты шестерки пентаклей, о которой мы говорим, как помощь высших сил. Вот у вас более сильная позиция, в принципе, на сентябрь. Что бы ни происходило, хоть камни с неба, но к вам люди тянутся именно те, которым сейчас плохо. Я вижу наш расклад от начала до конца именно так. А иногда в нашей жизни бывает и так, да? Я думаю, у каждого, ну или почти у каждого есть и люди, которые, ну скажем, наследили в нашей душе или в нашей жизни когда-то прежде. И, может быть, карма возвращает в некотором смысле их вам назад, да? То есть, может быть, те темы, когда вам что-то нужно забрать свое. Вот я вижу именно так. Но это свое будет сопряжено еще и с выбором. Но это мы не можем отменить. Потому что карта Иерофант – это как по судьбе. И я не исключаю, что это, знаете, как вы будете расставлять, возможно, до конца года правильные точки, да, над «и». Или вы будете определяться по каким-то прежним историям. Хотя у кого-то может совпадать прежняя история и уже сложившиеся новые отношения. Давайте узнаем по финансам. Ну, по финансам вы счастливчики. Колесо фортуны. Не достаю карты. Когда выпадает эта карта, это всегда вот именно фортуна на вашей стороне. И мы, собственно, об этом с вами уже поговорили. Удача. Причем тут может быть его величество случай. Стечение обстоятельств. Стечение, повторюсь в очередной раз, стечение обстоятельств у людей. У людей может быть что-то не очень хорошо. У людей могут меняться, ну, как вот перемены какие-то глобальные в жизни могут происходить. И это для вас, как судьба, расчищает какой-то путь. Поэтому относитесь к чему-то спокойно. Даже если вас в какую-то историю кто-то пытается либо втянуть, либо плакать в жилетку, или пытаться вас на что-то уговорить, мои дорогие. Вот, видимо, энергия судьбы работает в вашем направлении именно так, что здесь, с одной стороны, нельзя подраскиснуть. Вот почему, может быть, наш расклад начинается вот именно с первых этих двух карт, когда полярная энергия. С одной стороны, мы воодушевлены, с другой стороны, мы, может быть, и предчувствуем, что нет, тут что-то будет явно меняться, но пока еще не можем
это выложить в какую-то стройную концепцию событий. Вот мы чего-то не видим. Вот вам с первых дней еще только предстоит, как, знаете, какой-то клубок кориандры начать раскручивать. И, может быть, это будет происходить не только до конца сентября, мои дорогие. И я могу предположить, и это правда, Юпитер в вашем знаке зодиака, и первые полгода, да, его нахождения, вообще он до середины 2027, повторюсь, и вот этот год с середины 26 по середину 2027, этот год для вас определяет последующие 12 лет. Но из-за этого года будут важны каждый день, каждый месяц 2026, вот именно до конца года. У вас тут как и что-то проясняется, словно то, что не нужно, оно само уходит из вашей жизни, само, потому что будут к этому предпосылки и тенденции. В вашу жизнь входят более добрые, гармоничные, счастливые энергии. Но не все так просто, потому что мы живем среди людей, правда? И то, что происходит в их жизни, каким-то образом влияет и на нас. Но сентябрь, вы под защитой фортуны, вы под защитой высших сил. У кого-то вопросы статуса, правда, будут меняться. Возможно, тема, и тут по-разному. Карта императрицы – это статусная карта, поэтому могут быть серьезные разговоры. Для кого-то по части оформления отношений, а для кого-то, если, я не исключаю, может быть затянувшийся бракоразводный процесс. Тогда те тенденции, когда мы можем быстрее освободиться. Может быть, и у кого-то уже новая история, а де юре не решена какая-то прежняя. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые львы, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Читайте публикации на моем сайте, ссылки в описании под видео. А я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.